Всем огромный привет! Сегодня у меня будет проверка рецепта, и я хочу приготовить тесто. Как говорит автор этого рецепта, это тесто подойдет как для вареников, так и для пельменей. Но я буду готовить сегодня вареники из этого теста. Я приготовила уже начинку, это будет картофельное пюре. Ну как картофельное пюре? Отварила целую картошку, посолила ее, потолкла, поперчила и все, больше сюда ничего не добавляла. Отдельно я пережарю лук с растительным маслом и просто полью этим варенички. Сюда лук не добавляю, потому что у меня семья этого не любит. Если кому-то нравится, пережарьте сюда и добавьте лучок. Я знаю, многим нравится. В миску выливаю кипяток и добавляю сразу сюда сливочное масло. Оно у меня немножко уже подтаяло. Ну, сейчас в кипятке вообще растворится все. Как только масло растворилось, добавляю сразу муку. Замешиваем быстренько тесто. Девочки, я все делаю по рецепту и все делаю последовательно, так как делает автор этого рецепта. И сейчас сюда добавляем чайную ложку соли. Раз это проверка рецепта, поэтому естественно, что нужно делать так, как хозяин этого рецепта. Добавила яйца, перемешиваем все хорошо. И опять сейчас добавляем муку. Значит, в рецепте указано кипятка 250 грамм, растительного масла 3 столовые ложки, 2 яйца, 550 муки, вот вся мука ушла, и чайная ложечка соли. Все взвесила, все вымерила. Так, ну и теперь давайте будем замешивать тесто на столе. Бывает и такое. Так, ну смотрите, девочки, уже у меня не получается. Тесто очень сильно, видите, прилипает к рукам, и оно, видите, какое выходит. Вот получается что? Получается, что муки не хватает. Приходится муки добавлять, потому что сейчас ничего я не сделаю с ним. Вымесить не смогу. 550 муки мне мало. Возможно, яйца у меня крупнее размером. Но, как вы видите, тесто я не замешу с этого. Все. Ну что, буду постепенно добавлять муку. Вот я хочу сейчас добавить 100 грамм. Вот видите, 100 грамм. Вот будем сейчас постепенно добавлять. И потом я посмотрю, сколько получится в итоге муки. Бывает, конечно, такое, что яйца, знаете, крупнее размером, и, естественно, тогда муки не будет хватать. Так, вымешивать нам надо 8 минут. Так, будем месить. Ну вот это, наверное, мука у меня будет лишняя. 42 грамма там, ну 40 грамм будем считать. Ну посмотрим. Но мне кажется, что я ее уже добавлять не буду. Девочки, очень вас прошу,
Напишите в комментариях, кто уже готовил тесто по этому рецепту, как у вас получилось. Рецепт я в видео сказала, и плюс я его еще напишу в описании под видео. Так, больше я сюда муку добавлять не буду, я уже чувствую, какое тесто под руками. Еще вымешиваю его 3 минутки и 15 минут даю ему отдохнуть просто на столе. Значит, к рецепту, который был указан автором, 550 грамм муки, я добавила еще 60 грамм муки. И у меня осталось здесь 40 грамм. Очень такое эластичное, мягенькое, не липнет к столу. Приятно его вымешивать. Вот, я думаю, такое тесто и должно быть. Смотрите, какое оно классненькое. Тесто 15 минут постояло, вот такое вот оно мягенькое. И сейчас начинаем готовить вареники. Настал такой ответственный момент попробовать варенички. Очень вкусное тесто получилось. Единственное, что вот какая была маленькая проблемка, я считаю, это когда по рецепту я добавила муку, а ее не хватило для теста. Вот и все. А так тесто очень вкусное, мне понравилось. Готовлю такое тесто первый раз. На этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях, кто готовил уже такой рецепт теста. Как у вас получилось. Буду заканчивать это видео. Всем пока, до новых встреч!